Для приготовления нешунтирующего регулятора напряжения для скутера нам понадобятся следующие компоненты. Пара керамических конденсаторов емкостью на пол микрофарада и на 1 микрофарад, соответственно. Оптопара. Управляемый стабилитрон. Супрессор, он же защитный диод. Стабилитрон на 18 вольт. Полевой N-канальный транзистор, который способен выдержать 200 вольт и ток в 40 ампер. Резисторы 10 кОм, 47 кОм, 560 Ом и 43 кОм. Диодная сборка, он же мостик. По схеме это MB256 на напряжение до 600 вольт и ток 25 ампер. Но я использую на 35 ампер и 1000 вольт. Электролитический конденсатор, согласно схеме, нужен на 25 вольт и 22 тысячи микрофарад. Такой конденсатор обойдется примерно $8, но я откопал всего на 6800 микрофарад. Нам сгодится. Но чем выше емкость этого конденсатора, тем меньше заметны пульсации напряжения, выдаваемого этим регулятором напряжения. Это следует учитывать. Ну и алюминиевый радиатор, на котором мы будем все это монтировать. Как можно догадаться по внешнему виду, взял я его из старенького блока питания ATX. В общем, по затратам не вылезли за рамки $10. Собственно, сама схема регулятора напряжения. Взята она с форума Moto.com.ua, разработал ее человек под ником Академик. Первым делом прикручиваю диодный мостик к радиатору. Прикидываю, где можно разместить силовой транзистор. Берем стабилитрон и припаиваем его к транзистору. Главное строго следовать схеме. И вывод стабилитрона, катод, с той стороны, где нарисовано черное кольцо на корпусе, припаять к первой ножке транзистора, а второй вывод стабилитрона, анод, к третьей ножке транзистора. И никак иначе. Транзистор также прикручиваю к радиатору. Берем в руки оптрон, разворачиваем его таким образом, чтобы его метка, а это может быть ступенька либо точка, находилась с правой стороны. Теперь переворачиваем его вверх ножками, чтобы метка, находясь снизу, была уже с левой стороны. А ножками справа припаиваем к концам стабилитрона. На диодном мосте есть обозначение. Плюс – это плюсовой вывод моста. Противоположный вывод по диагонали, соответственно, минус. Обозначение оси указывает на вход переменного напряжения. По диагонали напротив находится второй вывод переменного напряжения. Эти два вывода будут подключаться к генератору скутера, но между ними нужно запаять керамический конденсатор на пол микрофарада. Третью ножку транзистора соединяем с минусовым выводом диодного моста. Для этого используем перемычку из провода. К первой ножке транзистора припаиваем резистор на 43 кОм. К ближнему к нам выводу оптопары припаиваем резистор на 560 Ом. Берем резистор на 10 кОм и 47 и скручиваем их с одной стороны. К 10 килоомному резистору прикручиваем конденсатор на 1 микрофарад. Пропаиваем скрутки. Подгибаем ножки так, чтобы припаять тройную скрутку к первой ножке управляемого стабилитрона, а двойную скрутку ко второй ножке, как это делаю я. Если ножки не достают, можно нарастить их проводками. Третью свободную ножку ТЛ-ки припаиваем к оставшейся свободной ножке оптопары. Ой, небольшой конфуз, отпал резистор. Примотаю его насильно, так будет надежнее. Теперь запаяем защитный диод к выводам электролитического конденсатора. Полярность не важна. Немножко флюса. Так. Отлично. К средней ножке силового транзистора припаиваем два проводка. Один это будет минусовой вывод из нашего регулятора в бортовую сеть скутера. Второй покороче это перемычка от средней ножки транзистора к средней ножке управляемого стабилитрона TL431.
Также припаиваем пару проводков к плюсовому выводу моста. Я взял провода красного цвета, чтобы в дальнейшем было ясно, где плюс. Кстати, провода взяты там, где и радиатор из старенького блока питания ATX. Один провод это будет плюс в бортовую сеть скутера, а второй покороче соединим с резисторами. Соединяем оставшиеся свободные концы троих резисторов в кучу и припаиваем к ним плюсовую перемычку. Припаиваем провода ко входу переменного напряжения диодного моста. Подключаем электролитический конденсатор к выходу регулятора. Да, эту кучку радиодеталей можно называть уже регулятором напряжения. Для проверки наш регулятор я подключил к регулируемому источнику переменного напряжения. Разряжаю выходной конденсатор. Подаю питание. Как видим, мультиметр показывает 14 вольт. Это выход из нашего регулятора. На вход регулятора я подключил китайский вольтметр переменного напряжения, но он начинает работать от 38 вольт и выше. Поэтому начинаю поднимать напряжение на входе. Как видим, меняя напряжение на входе, при этом увеличивая его до 100 вольт, на выходе мы имеем практически стабильные 14 вольт. Для полноценной работы этого регулятора в бортовой сети скутера необходимо произвести некоторые изменения в статоре генератора и в схеме скутера. Чем этот регулятор лучше штатного и как его установить на скутер, об этом всем я уже говорил в прошлом видео по теме регулятора напряжения. Можете посмотреть подсказки выше. На этом все, спасибо, что смотрели, пока.